Я бы советовала людям представить собственный дом без мебели, без всего, потому что мебель — это дизайн. Твои предметы все — это дизайн, компьютер — это дизайн, книжка — это дизайн, все это искусство. Мы добавляем цвета в свою жизнь, чтобы она была веселее. Есть такое произведение 1984. У него есть адаптация, и вот эта вот серость, которая там в фильме была показана, вот это что было бы, если бы у нас не было дизайна. То есть мы бы были, не то что в депрессии, я не знаю, кем бы мы были. Все вокруг нас искусство, и недооценивать его не стоит. Привет, я Ксю, делаю репродукции картин в татуировке. Рисовать. Самое главное. Никакое высшее образование, ничего, просто рисовать. Мы, по сути, учились до 3-го курса рисовать, а мы графические дизайнеры, как бы. Но для меня это плюс сыграло. И на 3-м я уже просто стала татуировкой заниматься, потому что это параллельное что-то. И обычно происходит так. Ну что ты татухи бьешь, что прикольно, дай тоже попробовать. И тут ты же рисовать не умеешь. Да и что ты там делать-то вообще? К сожалению, художников среди тату-мастеров не больше, чем, ну я не знаю, но 50% максимум. Может быть, даже меньше, если мы говорим про весь мир. Поэтому я как это все начала? Ну, как я уже сказала, я все-таки была художницей. Я могла рисовать, я рисовала. И я всегда смотрела на татуировку, что, блин, это скучно. То, что люди делают, это скучно. И никто почти не экспериментирует. Я думаю, это странно. Типа, почему вы просто не возьмете там что угодно вокруг себя и не используете? Даже я не думаю, что высшее образование, честно говоря, обязательно. Если оно у тебя есть, ну круто, хорошо. Если оно у тебя есть хорошее, вообще офигенно, потому что тебе не придется начинать не то что с нуля. Потому что татуировка — это не только там, как ты повредишь кожу, что ты с ней сделаешь, но и что ты на ней нарисуешь. Это все-таки техника рисования. Сейчас мы клипкорд, это, соответственно, питание для тачки, засовываем в барьерку, чтобы защитить. Потому что все-таки клипкорд — это не одноразовая тема, поэтому его нужно обязательно оборачивать. Иглы, держаки обычно одноразовые, хотя не всегда. На холсте ты можешь мешать сколько хочешь. То есть если ты на коже попробуешь на одном и том же месте водюку, ты ее разобьешь. Ты ее разобьешь, появится болячка, и бла-бла-бла-бла-бла, там уже другая история. И, например, если ты красишь белый без всяких других цветов, ну как и на белом холсте, то у тебя не будет контраста, и это будет выглядеть как шрам, когда заживет. То есть обязательно нужен контраст. В татуировке должен быть контраст намного сильнее, чем на холсте. Это художественная сторона. Это, безусловно, без навыка, без знаний ты этого не сделаешь. Когда ты только начинаешь татуировку, у тебя есть главный страх. У кого-то он есть, у кого-то нет. Повредить кожу человека. Ты боишься, потому что это чья-то кожа. Ты несешь за нее ответственность. У меня был этот страх, он был очень большой. Я его переборола. Если я опять вернусь к своим эмоциям, я не смогу делать татуировки. Это будет просто нереально, потому что я повреждаю не то, что я кожу, я причиняю боль. А так как я просто стараюсь об этом не думать, из-за этого получается хорошая работа. Прошу. Добро пожаловать в мое логово. В общем, да, здесь я живу. Такая небольшая комнатка. Компьютер, самое главное место, где я развлекаюсь. Еще один компьютер, где я работаю. Здесь же рисую картины. И шикарный вид из окна. Вот это самое-самое классное, что есть в этой квартире. Потому что смотреть друг на друга из окна с соседями, это вообще не прикольно. Как видишь, комната у меня довольно-таки хроматическая, то есть практически черно-белая. Не люблю вокруг себя яркие цвета, они меня сбивают. Мне нужно, чтобы был минимализм, чтобы мозг не был засорен. У некоторых художников и так далее супер яркие помещения и куча аксессуаров, но я не понимаю, как они так работают. Это пипец как сбивает. Ну, у всех по-разному мозг работает. Я правда вкладываю в репродукции что-то свое. То есть, когда ты репродуктор какой-то картины, тебе нужно сделать ее максимально точно на холсте. И ты можешь это сделать, так как у тебя такая же технология. У меня другая технология. Абсолютно так же я ее все равно не сделаю. Плюс, многие картины я не видела вживую. У меня так было, когда я сделала
Это не «Звездная ночь» Ван Гога была, какая-то другая картина. И я поехала в Амстердам, в музей Ван Гога, и я такая, ага, то есть она фиолетовая, не синяя. Ну, то есть, понимаешь, как бы ты не знаешь точного цвета. Вот поэтому, чтобы узнать, надо посмотреть на это, надо посмотреть вживую. И тут есть свои технические ограничения. То есть, если, например, мы возьмем того же Климта, у которого супер детализировано все, если я захочу поцелуй сделать супер маленьким, это невозможно. Бывают еще какие-то другие моменты. Родинка. Тебе нужно его обыгрывать, ты не можешь ее красить, ее нужно вокруг обходить. Шрамы, порезы, все-таки кожа, что угодно может быть. Насколько я помню, я сделала приблизительно... Ну, я точно больше 1000 татуировок сделала. Сейчас мы в мои недра просто уйдем куда-нибудь. Но могу тебе показать первый кружок-картину. Это вот эта работа, мы ее делали на конвенции московской. И я тогда еще тоже думала, блин, как ее делать? Ну, потому что у меня не было никого, кто делал что-то подобное, мне не было никого, кто мне мог бы, помочь, но, в принципе, оно и не нужно, ты просто пытаешься понять, какой пучок игл для этого нужен, определяешь это, находишь технику и делаешь. Можешь ошибиться, можешь не ошибиться, со временем научишься. Ну и вышивка первая. Эта девушка ко мне написала заранее с каким-то кружком, договорилась, все норм, приходит на сеанс вот с таким пончо, с вышивкой, и говорит: хочу вот этот цветок. Я смотрю, как это делать-то? Как мне это делать? Начинаю резко гуглить какие-то татуировки с вышивками, нахожу пару вариантов, которые делали, начинаю чуть-чуть просекать фишку, делаю и думаю, господи, что я делаю? Потом в конце доделаешь, классно получилось, нормальная тема вообще, да? Например, лет 10 назад, если ты делал татуировку, к тебе относились по определенному образу. Ты либо там зэк, либо бандит, а в России не так давно это все начало отходить. И люди сейчас просто видят на других людях татуировку и делают ее. Это более, наверное, глобализация, но даже глобализация не в плане наций, а глобализация в плане людей друг с другом. Нам стало просто проще, мы стали менее серьезно к этому относиться. Я думаю, что в будущем процент людей с татуировками будет намного выше. То есть я не думаю, что он снизится в каком-либо ближайшем времени. Я надеюсь, что это будет так, потому что так будет проще. Не только я создаю комфортную атмосферу на сеансе, но и человек создает комфортную атмосферу на сеансе. И мои клиенты все себя ведут очень уважительно, с ним всегда есть о чем поговорить, если только человеку не больно или я не слишком напряжена, когда мы не можем. Но обычно мы оба друг друга чувствуем, что молчание не является чем-то напряжным. В Прагу едешь, нет, мне кажется? Угу. Точно. Напомню, когда? 27 июля. Угу. Ты вот потом расскажешь. Что ж туда потом поеду? Есть одна вещь, и она не касается, в принципе, конкретно моей работы, но касается немного. Необразованность, особенно русских людей в плане искусства. Это раздражает, очень сильно раздражает. Например, какой-то абстракционизм. В абстракционизме есть своя фишка, даже в том же Марко Ротко. Да, он рисовал гребаные квадраты. Но у него есть фишка в композиции. Может быть, оно того и не стоит по сравнению с какими-то другими художниками. Но он все равно очень хороший. А многие люди совершенно этого не понимают. Как это отображается в моей работе? Приходится обучать. То есть вместо того, чтобы просто спокойно работать, выкидывать эскизы и так далее, мне приходится постоянно писать статьи, объяснять искусство. Это не моя работа, по-хорошему. Вообще-то это работа школьного образования. Вот это неуважение к мастеру, да и вообще к любой творческой профессии, огромное неуважение в России. Если что-то не понимаешь, обругай. Вот эта русская черта, я про нее много раз писала, она мне очень сильно не нравится. Я не знаю, сколько в России людей, которые украшают свои дома, если мы все-таки будем говорить про окружающую среду. Потому что когда мы смотрим на, наши балконы, наши дома, в которых мы просто живем, не в центре Москвы, а обычные районы, они ужасные. Они реально ужасные, но самое смешное, что их можно исправить
2 штрихами, грубо говоря. Вот просто покрасьте дома в нормальный цвет и у себя дома на балконе поставьте цветы. Все, у тебя будет красивый дом. И это и есть то самое невежество, которое надо исправлять. Разнообразь как-то свою жизнь, начни с себя. Начни изучать это все. А может быть потом твой ребенок станет архитектором в Москве, и он что-то изменит вокруг себя. И именно от тебя зависит, как он будет думать. Если ты не будешь ему показывать, что вот это вот неправильно, что должно быть лучше, мы так и будем жить вот в таком месте и одеваться вот так же. Ты тоже, как человек, украшаешь окружающую среду. Может быть, если ты сделаешь себя не то что красивее, а просто, да, интереснее. Тебе, может быть, будет интереснее в жизни.